Всем привет! Меня уже давно просят снять видео о постройке какого-нибудь небольшого домика для соло или дуо игроков на классике. Ну что ж, раз просите, получайте. Вот вам мой вариант супер атмосферного домика для дуо с двойным бункером внутри. У этого дома есть несколько преимуществ. Он очень дешев в постройке, строится легко, довольно защищенный, ну и к тому же выглядит просто шикарно. Не буду надолго затягивать вступление к этому ролику, поэтому ставим лайки, кто еще не подписан на канал, подписываемся и переходим к обзору нашего дома. Итак, основа нашего дома — это бункер, точнее даже два. Первый из них — это обычный бункер на стабильность, который всем вам хорошо знаком. Второй — это популярный сейчас бункер с крышами. Если вы вдруг не знаете, как он выглядит, советую посмотреть последнее видео Вудкока. Там он очень подробно расписал этот бункер и то, как он работает. Ссылка на это видео будет в описании. Ну что ж, приступим к постройке. Давайте для начала поставим все фундаменты, которые нам будут нужны. Просто повторяйте за мной и делайте точно так же, как и я. Вот что у вас должно получиться в итоге. Далее займемся стенами и потолками основного бункера. Теперь установим шкаф. Здесь важно установить его как можно ближе к левой стене. После установки шкафа сделаем заготовку под нашу будущую лутовую. Для этого за стеной напротив шкафа построим вот такую конструкцию и установим полочку. После установки полочки конструкцию можно разрушить. Ну и последний штрих внутри бункера — это, собственно, крыша, которая будет закрывать проход. Открывается бункер установкой треугольной соломенной крыши слева. Что ж, основная часть бункера построена, теперь перейдем ко входной группе и остальной части первого этажа. Я думаю, все прекрасно знают, как работает этот бункер, но на всякий случай расскажу. Ставим соломенный полустенок и сверху закрываем потолком. Чтобы открыть бункер, просто разрушьте солому изнутри. На очереди второй этаж. Опять-таки просто повторяйте за мной и ставьте стены и дверные проемы в точности так, как я показываю. Здесь есть один очень важный момент. Устанавливать дверной проем вот в этом месте нельзя. Если вы его установите, бункер откроется, даже несмотря на соломенную крышу. Далее закончим постройку потолков и стен второго этажа. Давайте глянем, что у нас на данный момент получилось. Основная часть дома уже закончена, поэтому приступим к постройке буферок.
Повторим процедуру и на втором этаже, только вместо стен у нас будут окна. Третий этаж застраиваем треугольными крышами по всему периметру. Ну что ж, наш дом наконец приобрел законченный вид, но осталась еще парочка небольших штрихов. Во-первых, установим по бокам от входа квадратные фундаменты, просто чтобы удобнее было запрыгивать. Во-вторых, нам нужно защитить боковой фундамент, за которым скрывается наш бункер. Как вариант, можно его просто застроить полустенками. Но лично мне этот вариант не очень нравится, поэтому я предлагаю сделать здесь заготовку под будущие турели. Для этого установим 2 дверных проема и потолок. То же самое сделаем и с другой стороны. Ну и для симметрии с обратной стороны дома сделаем такие же заготовочки. На этом постройка дома закончена. Нам остается только поставить двери и обустроить дом изнутри. Итак, для защиты дома нам понадобится 1 витрина, 2 одинарных двери, 1 двойная дверь, 9 гаражек, замки под все это и 9 амбразур либо решеток. Начнем со входа. Ставим витрину, одинарные и двойную дверь. Данная конструкция создает аэрлок и не позволит врагу задипать вас. Далее устанавливаем двери внутри бункера. Тут у нас всего лишь 2 гаражки. Оставшиеся двери устанавливаем на втором этаже. Для выхода на третий этаж устанавливаем треугольный потолок. Но поскольку решение это не самое удобное, желательно повесить туда люк. Притом именно так, как я показываю. Таким образом, он создает аэрлок и не позволит вашему врагу попасть на второй этаж. Нам остается только повесить амбразуры, и все, наш дом в безопасности. Чуть не забыл, последний штрих. Загрейдим стены и потолки бункера в МВК. Низкие фундаменты можно загрейдить в металл, все равно через них внутрь бункера не попасть. Ну что ж, основная постройка закончена, давайте теперь займемся обустройством дома. Для начала установим здесь 3 печки и застроим их с помощью низкой стены и полустенка. Таким образом мы замаскируем МВК стену бункера и создадим дополнительный слой защиты. Далее организуем лутовую позади шкафа. Установим 2 больших ящика с замками и мангал, после чего застроим эту лутовую с помощью низкой стенки. Таким образом мы получим так называемую нелутаемую лутовую. Рейдерам придется очень постараться, чтобы добраться до лута из этих ящиков. Вы же в свою очередь можете спокойно лутать эти ящики, подпрыгивая так, как я показываю на видео. Ну а дальше просто обустраиваете лутовую так, как вам хочется и как вы привыкли. Я покажу вам свой вариант, но это не обязательно, можете сделать так, как хотите сами. Самое главное в обустройстве бункера – это не забыть установить гантрапы, которые будут предотвращать любые попытки проникновения извне. Вариантов размещения этих гантрапов великое множество, но я предлагаю разместить их вот здесь. Таким образом, они не будут вам сильно мешаться, но функцию свою будут выполнять на ура.
обустройство второго и третьего этажа я оставляю на ваше усмотрение. Вы можете разместить там все, что душе угодно. Это могут быть как спальни, так и лутовые, комнаты с электрикой или даже небольшая ферма. В общем, фантазируйте как хотите. Ну а я напоследок покажу вам свой вариант полностью законченного дома. Ну что же, надеюсь, этот гайд был для вас полезен, и вы повторите этот домик и построите его на каком-нибудь сервере. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Ну а я с вами прощаюсь, до встречи в новом видео.